Итак, значит, трубу я сместил до четверика. В принципе, печка на этом закончена. Дальше поднимается сама труба и перегородка. То есть смысла нет уже что-то фотографировать каждый ряд. Полировка на этом закончена. Ставим вишку как можно ближе к потолку. Делаем распушку противопожарную. Итак, 4-й день к концу. Время 10:30. Сделали полочку красивую такую. Трубу сместили. Зайду. Так. Железо я все заказал. Место под бак. Бак будет греться, надеюсь, хорошо. О, Саня тут чистит, расшивает. Так, тут у нас распушка, кстати, получается нормально. Проходим. Заказчик, значит, предложил распушку делать не полностью кирпичом прогонять, а распушкой подойти к потолку, расшириться и потом короб с утеплителем внутри сделать. Это более надежно, по-современному. Так, начали мы 5-й день. Первый ряд положили. Долго все так получается. То есть я перевязываю стенку разделяющую. То есть получается от трубы, которая идет перегородка, до фасадной, чтобы усиление было, более-менее жестко было. Я вот так вот перевязываю. Хотя вот у меня бак 60 сантиметров, в принципе, можно и еще рядок положить и уже не поднимать. То есть вот так вот перевязывается. Гэшка я называю. А это пешка. Итак, все, мы закончили класть печь. Переходим плавно на трубу. Сегодня у нас 5-й день. На трубу. Сейчас покажу, как мы вишку поставили. Задвижку. Значит, стоит в нижний ряд, ее ставим. Раньше ставил верхний ряд. Ну, то есть просто я клал на целый кирпич и сверху вырезал. В принципе, было неудобно. Знаю, напишите в комментариях, кто как ставит вьюшки от задвижки. Интересно. Может, кто-то уже такими и не пользуется из печников. Итак, подошел к концу 5-й рабочий день. 5-й, да, сегодня? Да. На 2-й этаж вышли, сделали трубу. Почти что. Осталось сантиметров 60 доделать. Сейчас пойду вниз, покажу, что у нас там внизу сделано. Так, вот у нас печечка пошла.
Пошла. Оп, и распушечка пришла. Заказчик нам судил момент этот, что ну, из кирпича могу в принципе вырезать и выложить. Но говорю, лучше как бы сделать короб и внутрь положить утеплитель. Мы еще трубу завернем материалом хорошим дополнительно. Потом еще будет снаружи короб и вообще будет супер стопроцентная надежность. Так, работали тут вот раствор. Навален, куча. Саня постелили ему пленку, бросил матрас. Будет спать. Ну а я здесь в уголку на пеночке буду спать, потихонечку хрюкать. Так, сегодня, значит, плюс 8 ночью обещают. Прохладно. Мы первый раз ночевали, сколько? Плюс 5 было? Сделали Саня дверь купе. Давай, Саня, закрывай. Оп, дверь купе. Есть, блядь. Закрыли. Так, у нас 6-й день нашей экспедиции. Сейчас покажу вам кровлю. Гусаки у меня были сделаны дома. Привез с собой. И слава богу, тут времени бы ушло, как всегда. В общем, вот дом. Вон кровля. Видно, да, какая крутая? То есть я много переделал труб, но что-то я не припомню, чтобы я на такой крутой кровле делал. Таких крутых у меня не было. Я не знаю, какой там угол у нее. Но это просто жесть. Сейчас залезу, вам дам вид сверху. Чтобы вы понимали, что печники свой хлеб отрабатывают по полной. То есть там такие эти кухонные комментаторы, которые пишут. Человек написал, с Москвы женщина написала вчера на ютубе, 280 тысяч, 350 тысяч за светленькую барбекюшку поставили. Я говорю, ну у нас 130-150. Она, что такая большая разница? Я говорю, ну да. А кто-то пишет, я там 90 поставил ценник. Материалы и работа. Что я там типа крохобор. В общем, вот. Сесть-то невозможно. Вот кровля, конек. Вот уклон. Просто люто. Очень острый. Я даже не знаю, сколько тут градусов. Не делайте, уважаемые заказчики, такие острые крыши. Это просто перерасход материалов. Сегодня вот у нас получается 7-й день. Вчера у нас смеси не хватило. Съездили домой, привезли смесь. Трубу начали делать. Кровля очень острая. Выдра очень высокая получается. Но вроде идет потихоньку. Все, сразу первым темпом идем работать. Итак, всем привет! Сегодня у нас 7-й день, мы закончили печку. Значит, получается мы клали 6,5 дней, то есть, получается, мы ездили, объект находится где-то в 90... Ну, короче, у меня дорога 100 километров занимала, рейс один. То есть, мы ночевали здесь. Сань, сколько ночей ночевали? 4 ночи. 4 ночи мы здесь ночевали, да. Значит, что касается материалов, использован 4 кирпича Кирово-Чепецкий, остальное Ревда и в топке огнеупорный ШБ-8 Богданович. Дверка сделана с коробом, нижняя дверка забрального типа, стекло, дверка высотой на 5 рядков. По количеству кирпича у нас ушло где-то порядка 2,5 поддонов, ну по 1000 штук вместе с шамотным кирпичом. Значит, объем бака под воду получился порядка 70 литров, ну 69 литров. Объем камней, ну, с запасом сделан под то помещение. То есть каменка сделана так, что когда она прогорит, ее можно будет без участия какого-то специалиста, не привлекая, не обращаясь к помощи, в общем, печника, самостоятельно ее заменить. То есть вытащить какую-то часть, которая прогорела, можно вырезать и заново приварить. Вся каменка сделана из 5, дно сделано из 8. Заказывал я у ребят, у которых всегда заказываю. В принципе, у меня качество их не нравится. Хорошо делают. Сделали мы, в общем, распушку, сделали выдру у трубы. Получается, кровля очень острая у дома. Очень тяжело было работать, хоть я и не привередливый. Ну, на связи был печной мастер Александр Бушуев. Пишите комментарии, вопросы. Занимаюсь складкой печей, каминов, барбекю по области. Люди звонят с Тюмени. Скорее всего, поедем в Тюмень. Человек еще с Кургана писал, еще зимой. Должен тоже
обсуждения быть. В общем, по всей области Свердловской работаем. Ну, по спецприглашению можем приехать в другую область. Все это обсуждаемо. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, ролик вам понравился. Пока-пока. Печка сырая, с первого раза не удалось запустить. Нужно было канал прогреть побольше. Обратная тяга. Так, там что, в топке-то не горит хоть?